Как все атмосферно. Место сами видите. Нет. Это второй в России рабочий вариант скрепа по ПЖТ. Вот такой вот красавец. Пиу. Кто вы такие? Летом 1756 года в верховьях Бакала были открыты выходы жил железной руды. Это определило дальнейшую судьбу и Бакала, и его окрестностей. Рудники для добычи бурых железняков. За более чем столетие развития промышленности в этих местах к 1916 году существовало 17 рудников Бакала, как частных, так и казенных. После революции гражданской войны, когда рудники простаивали, произошло объединение разрозненных кусков в единое бакальское рудоуправление. Оно существует и поныне, переживая взлеты и падения. Так, к началу 1960-х годов были выработаны залежи бурых железняков, в которых среднее содержание железа составляло более 46%. Остались лишь сидеритовые руды с содержанием железа 33-34%. Но и тут нашелся выход. Обогащение и получение концентрата с 49% содержанием железа. А вот приватизация и рынок подкосили положение предприятия. Сокращалась добыча, сокращались сотрудники, падало качество сырья. В нулевые годы среднее содержание железа в руде составляло лишь до 31,5%. Сейчас рудоуправление переживает не лучшие времена, но и при этом все-таки сохраняется работа его железнодорожного цеха. В 1900 году открылось железнодорожное сообщение между Бакалом и станцией Бердяуш. С этого времени руда стала доставляться потребителям железнодорожным транспортом. Менялись эпохи, менялась страна, но стальная колея оказалась стабильнее. И сегодня существует железнодорожный цех, продолжает транспортное обслуживание рудоуправления. Сейчас мы находимся ближе к границе подъездных путей и путей РЖД. Здесь мы видим такую здоровую избуху. Это как будто дежурка местная. Станция Бакал, да, рудосортировочная. Вот она и есть. А туда уже идут пути РЖДшные. Здесь сразу бросается в глаза большое количество старых опор контактной сети. Они еще металлические. Это уже ретро, глубокое ретро. А там он уже входной сигнальчик. Это уже РЖДшная станция. Там и столбы бетонные, и дорога уже общего пользования пути. Станционное здание, конечно, поражает воображение. Это огромный двухэтажный терем. Я предлагаю попробовать подняться. Может пороже дадут, но когда мы еще в такой красоте с вами побываем. О, здрасте! А может и не дадут. В общем, такой вот терем. Спросил, можно или нет, в ответ тишина. Ну, пойдемте. Чуть что удалимся. Ух, какая дверь-то. Тамбур такой, как в избах все. Что вот воздушная прослоечка была. Ох, как все атмосферно, ребята! Как все атмосферно! Вот это настоящий олдскул. Держу пари. Года 50-е Союза. Лесенку усилена металлическим уголком, иначе деревяхи бы уже давно сточились бы. Покрытие ступеней. Какая красота! Господи, это просто волшебство! Здрасте! А скажите, пожалуйста, а сегодня будет движение электровозов с рудоуправления на МПС? Будет? Да. Ага. А не знаете, какие там пойдут? Немцы или эти наши старички советские? Тепловоз пойдет. А, тепловозом? Угу. А электровозы шибко не гоняете уже, что ли? Да, у нас контакты отключены. Да! А давно? Ой-ё. А подключать будут или уже как бы тепловозом лучше? Проще, спокойнее. Я не знаю, мы надеемся. А можно пульт ваш показать? Релейный такой еще, древненький. Покажите. Спасибо большое. Вот ребят нам разрешили. Посмотрите, какая красота. Это еще те самые пульты, которые обслуживают релейный шкаф. Сейчас все АСУ, автоматизированная система управления. Там, да, мышкой клац-клац, стрелочка переведена. Здесь же все по хардкору. Ключи, значит, там что надо, там заперто. Все у нас тут есть, все сигнальчики, все стрелочки, пожалуйста. А посмотрите, какая связь. А это уже, по идее, МПС, слышим. Ну, так на ППЖТ обычно называют РЖДшные пути. МПСом, по старинке. Вот, ребят, так вот и выглядит рабочее место дежурного по станции. Очень душевно нас приняли. Но, к сожалению, информация, ребят, не самая хорошая. Дело в том, что контактная сеть сейчас отключена и не используется. Вся вывозка с рудоуправления
производится тепловозами. Поэтому наших рогатых друзей, мы сейчас в депо их увидим, если нас, конечно, там оттуда это палками не побьют, не выпнут. Но в работе их уже не увидим, представляете? Не успел. Я вставлю видео, как это все было, как это все происходило. Здесь очень интересно, что контактные сети МПС и рудоуправления, они от разных подстанций питаются. И тут типа нейтральной вставки, как на переменке. То есть проходили электровозы участок с опущенными токоприемниками. Пойдемте, вам знаки покажу и заодно двинемся уже в сторону депо. Собственно, вон там две опоры контактной сети, металлическая да железная, а на них такие вот значки, как будто странный синий смайлик с глазками и внизу такой рот такой. Это значит отключить ток. А здесь к этому смайлику еще дорисовали два кружочка и значит подключить. И вот давайте сейчас встанем так, чтобы не по солнцу, ребят, и посмотрим на контактную сеть. Ну, собственно, вон она, проволока висит. И смотрите как, хоба, отходит туда куда-то в бок. А здесь вон она пошла, и там мы видим разъединитель такой. Ну, типа секционного разъединителя. Он изолирует две контактные подвески. Сейчас поближе покажу. Конечно, не вот прям энергет, и, наверное, этот элемент арматуры контактной сети называется как-то иначе. Но суть в том, что с левой стороны подходит, и видите, там такие как рожки. И дальше напряжение не идет. И начинается такой изолированный участок без напряжения в общем. А с правой стороны уже вон пошло дальше на МПСовскую контактную сеть. Средний участок, да, отделен изоляторами. Вот видите, там две такие штучки такие светлого цвета. Вот, собственно, для того, чтобы разъединить гальванически два участка контактной сети. Вот. Вверху видим тоже такой подвес интересный, но все через изоляторы. Поэтому электрически все разобщено. Еще бы работала контажка, вообще было бы хорошо. Ну ладно, приехали. Пойдем посмотрим. Конечно же, основная изюминка – это подвижной состав. Если немецкие электровозы ЕЛ-2 и ЕЛ-21 до сих пор широко распространены в промышленности, то находящиеся в реальной эксплуатации, трудящиеся бок о бок по сей день электровозы ВЛ-22М и ВЛ-23 – это просто нонсенс. Нонсенс существовал буквально до совсем недавнего времени, когда контажку отключили. Сейчас ВЛ-23 еще можно найти в работе. Такая машинка находится на маневрах при депо «Орел». До сих пор живой выставочный электровоз, которому не дают застаиваться. Какую-никакую работу, а как хозяйка по депо выполняет. Там его запаса прочности хватит еще на десятилетия. А вот ВЛ-22М, казалось бы, такое раритетище, да куда, как, зачем? Они еще работают, представляете? Причем здесь же, в Челябинской области, но на таких объектах, на которых, ну скажем так, в 2023 год я бы соваться не стал. Это какой-то завод, напишу титрами какой, и ГРЭС. Ну, как бы ни туда, ни туда. Лучше, наверное, с камерой вот так вот не лезть. Ну, фотографии посмотрите. Их покрасили в очень интересный цвет. Уже там не два токоприемника, а один. Но я думаю, там у них такие токи, такие нагрузки, что этого одного токоприемника, в принципе, им с головой. Ну, а мы идем дальше. Конечно же, очень удивляют такие опоры контактной сети. Это просто что-то реликтовое. Похожее можно найти в советских фотографиях годов 50-х, наверное. Начало 60-х. Посмотрите, какая она легкая, какая она невесомая. Ну, здесь условия эксплуатации такие, что и она стоит, и вон там ее подружки. Что такое еще сохранилось. Удивительно, конечно. Тоже по-своему нонсенс, друзья. Хожу, шагаю. И, честно говоря, режет глаз, что на ППЖТ, на промышленных путях такое огромное количество контактной сети. То есть там какой-то путь, контажка висит, здесь тоже тупичок, сразу хоп, начинается проволока. Туда это все уходит.
сторону добычи. Как-то, ребят, ну, удивительно и необычно. Жалко, конечно, что в работе мы сейчас не застаем эту шикарную технику, эти великолепные локомотивы. Да, чувствуется какая-то промка, опять же, и очень много путей с контактной сетью. Удивительно. А в депо туда. КСГО. Производственный кооператив, завод горного оборудования. Нам не туда. Все-таки депо чуть дальше. Ха, как интересно. А для натяжки контактного провода используется шпала. Вот это да. Пиу. Тоже уже, можно сказать, old school. Это рельсы на деревянных шпалах. Мало где такое встретишь, но здесь оно как-то осталось и как-то существует. Я помню, однажды ехал в задней кабине электровоза. Да, как сейчас помню, это был ВЛ-80С на тот момент. Ой, любимый электровоз. Депо Горький сортировочный Московский, Нижний Новгород, привет. Так вот, ехали в сторону Кирова, туда там на Котельнич. И там тоже как раз были вот эти вот пути на деревянных шпалах. И я помню, как это на каждом стыке так так мягко, такое мерное покачивание, только чай там вкружится, значит, это даже не выплескивался. Так мягонько, приятно было. Сейчас-то да, такое это уже тоже отмирающая тема. Ой, с 70-х где-то начали использоваться железобетонные шпалы. И деревяхи все уже, конечно, отходят потихонечку. Но кое-где еще остаются. Вот, например, как здесь. Удивительно, просто поразительно. Но, опять же, это промышленные пути. Объемы движения здесь, ну, наверное, не те. Скорости движения 100% не те. Поэтому, да, проще деревяхи перекладывать, чем заморачиваться на ЖБ. А ЖБхи, как мы можем посмотреть, отлично натягивают контактный провод. Да, запах криозота просто пьянит. Погодка уже успокоилась. Летняя жара потихонечку отходит. Наступает легкая прохлада. Мне сейчас даже в кожанке немножко жарковато, но ветер уже свежий. И что примечательно, централизация есть и централизация работает. Как вы видели, у дежурной по станции пульт — это не подставка для магнитиков и записюлек. Все это вполне рабочее. Так, вон я вижу там за красным путь отходит в бок. Депо у нас, по идее, где-то с правой стороны. Сейчас найдем. Дошли мы с вами сейчас пока не до депо, а до станции Аглофабрика железнодорожного цеха. Я, конечно, небольшой фанат всяких архитектурных штук, но это, друзья, круто. Видите, там над открытой дверью еще одна дверка. Там раньше был балкон, вон там двутавры торчат. Это швеллера спинкой друг к другу. Да, интересное решение. В общем, такая вот станция. Там виден экскаватор. Здесь видна всякая погрузка. А давайте дойдем посмотрим. В конце концов, мы не так часто оказываемся в подобных местах. И как-то, знаете, брезговать огромным карьерным экскаватором, ну, немного не в наших правилах. Видимо, очень интересная технология была, потому что... А тут уже боковая контактная сеть. Дело в том, что в карьерах, в местах, где производится погрузка вагона, применяется боковая контактная сеть. Соответственно, экскаватор здоровый, он грузит на вагоны сверху. Здесь бы мешала контактная сеть, поэтому она сбоку. И на электровозах тоже часто можно заметить, на крыше такой бугелек. Он отходит, поднимается и касается вот этого провода снизу. Так что здесь происходит погрузка. И разный камень. Причем, смотрите, здесь более мелкий серый. Там более крупный белый. И экскаватор. Господи, сатана такая. Ой, по-моему, КГ-5 называется. У него в кузове 5 кубов. Вот они по кубатуре делятся. И очень классно. Видите, там лесенка такая горизонтальная. Она на пружинке. Или на грузике. Чтобы спуститься, надо по ней топ-топ-топ. И она под вашим весом так... Главное, когда уходите с последней ступеньки, быстро отойти, иначе она по жопе даст. Вот как-то так. Экскаватор, к слову, электрический, питается от кабеля. Вон там, видите, такая черная кишка. Это его пуповина. Собственно, он ее и ест. Как видно на стреле,
Уральский завод транспортного машиностроения. Такая вот техника. Вот, ребят, спасибо машинисту, поправил тяжелого машиностроения, а не транспортного. Если на электровозы нам не подфартило, тут есть кое-что другое. Сейчас нам покажут эту херовину изнутри. Ну, видно, сюда тоже подходит путь, но контактная сеть заканчивается здесь. Видимо, большое количество вагонов. И как-то только хвост грузят. Хотя, смотрите, а там она продолжается. Нелогично, непонятно. Технология не... Хотя сейчас тепловозом один черт. Итак, вот оно. Вот оно. Как это происходит? Оп! Спасибо. Надо придерживать на последний. Ага. Надо чуть пошустрее. Так, придержали. Все. И такое ощущение, друзья, как будто мы на каком-то судне оказались. О, да, 6 киловольт. Ага, спасибо. Значит, он от 6000 вольт работает. Предохранитель якобы плавкой на 20 ампер, согласно схеме. Очень интересно. Я так понимаю, тут центральный рубильник такой. Ну, это основное, да, питание подходит. Если его не включишь, обесточенный экспансор. А, и вот это тоже, соответственно, включить-выключить. А, масляный? Он как быстродействующий работает? Ага, класс, друзья. Ну и тут, собственно, машины. Видим чей-то коллектор. Вот он там блестит. Генераторная группа? А для чего они? Подъемный, 2 поворотных. Там на столе напорный, на улице ходовой двигатель. Ага. Смотрите, какая катушка с тросом. Ну, подъемный барабан. Ага. Да, барабан. Редуктор подъемный. Вот это вот подъемный редуктор. Это вот поворотный двигатель, редуктор с той стороны. Ага, видно вертикальный. То есть их два, они Два поворачивают. поворотных, да. Ага. Класс. Так, там что-то железнодорожное едет, ребят. Это тепловоз ТЭМ-2, друзья. Слышно было по стуку колес. 2 трехосные телеги. Ну вот он. Пошел на вывоз. 386. Ну, слушайте, да, морда старая, капоты старые, номер похож на реальный. Вот как-то так, друзья. Что интересно, видите, там тиски, ключи. То есть тут целая мастерская внутри. Сварочный. Даже сварочник есть. Он жил, как сварочный. А, действительно, вы посмотрите. Уникальная тема, спасибо. Уникальнейшая тема, друзья. Трансформатор 6000, да, на 220. Это радует. Здесь видим автоматы. Да, немного в пыли. Контактора. Ага, общий. Вот как-то так. Может, да, кто из вас постарше помнят такие. Много где применялись. Еще с Союза. Ну, тут написано, сделано в СССР. И такая... Экскаватор 89-го. 89-го? На год старше меня. Вот такая небольшая мастерская. И сварочник. Ну, кругом одно напряжение, да, откуда взять, не проблема. Вот как-то так это выглядит, друзья, изнутри. Это, собственно, машинный зал. То, где происходит все чудо. А сейчас нам дадут посмотреть и кабину. Кушетка-то какая шикарная. Самоделка. Самоделка? А то там это снизу как будто это, на завод что-то похоже. Вот нижняя конструкция заводская, Ага. раскладное то же самое делает. Ага, ага. И не раскладывается. Шикарно. В те времена, по крайней мере, так. Советские. Да, чем-то напоминает какой-то вертолет, что ли. Здесь целая куча. Там привода. Угу. Поворот, напор, подъем. Ага, и органы управления. Открывает ключи от сети. 2 контроллера? Вот педали тоже контролируют. Там поворот. А за что они отвечают? Вот их тут аж целых 4. Это подъем, Подъем, это напор. напор. Там ход и поворот переключаются, они одновременно не могут работать. Вон оно как. Что включалось здесь напор. Кондово выглядит. Очень кондово. Ну и самое главное, розеточка 220. Ютубчики смотреть. Карта смазки есть. Сколько точек, друзья, посмотрите. Ну, техника любит ласку и смазку. А на случай, не дай бог, аптечка. А еще тут есть и заводская табличка.
Масса. Сколько? 157 тонн, друзья. ЭКГ 5А. Да, 89 год. Красота. Такие промышленные виды, друзья. Подходим, посмотрим немножечко на подвижной состав, чем тут все это возят. Разные кучи, разные породы, разные фракции, куча разных вариантов. Но все это делает убыточным. А вон, кстати, посмотрите, какая платформа необычная. Вся на заклепках. Это ж вообще какой-то лютый олдскул, друзья. Да, клепанный кузов. Ведь до сих пор как-то она в строю. Явно не в самом убитом. Сплотки подвижного состава. Кстати, вон башмачок тут есть. 39-й. Ну и обычные вагоны-самосвалы. Они так называются, потому что вот эти вот два здоровых цилиндра, они откидывают кузов в бок, и он сам разгружается. А вот более научно называется думпкар. Тоже думпкар не самый свежий, тоже заклепки. Ну и, конечно, по нашей российской современной традиции разрезать все в металлолом. Здесь оно в действии. Можно посмотреть устройство вагона. Собственно, автосцепка, как она идет внутрь, что ее держит. Здесь, по идее, пружинка должна быть внутри. Все вот эти вот рамы, все это было усилено. Для чего? А для того, чтобы это все держало вес, держало нагрузки динамические. А теперь все просто разрезано нахер. Ну, понятно, что если это какая-то старая хрень, которая никому уже никуда не впердолилась, то что на нее смотреть? Действительно, режь да сдавай. Но, к сожалению, это делают часто и с весьма себе нужными и полезными вещами. Поэтому я и до сюда доехал, успеть заснять наши электровозы любимые до того, как их постигнет вот эта вот судьба. Куда-то мы тут вообще зашли. Я видел депо, я хотел его с другой стороны обойти. Тут поинтереснее. Ну и в принципе, вот оно. Железнодорожный цех. Тут целое, посмотрите, есть план-схема. Город Бакал, железнодорожный цех, Бакальское рудоуправление. Общество с ограниченной ответственностью. Прежде чем мы туда ворвемся победоносно, зацените, какая красота. Какие раньше делали архитектурные излишества. Это для того, чтобы естественный свет проникал в здание. По идее, эти деревья раньше бы срубили. Ну, а что они только свет закрывают? А сейчас это смотрится как просто что-то такое красивое, необычное, улетное, на мой взгляд. Все-таки как мы дошли до однотипных вот этих домов скучных, когда было вот так. Хотя тоже стекло, бетон. Но как, друзья, ну как это? А что это там за дырка такая? А? Ну-ка, пойдем посмотрим. Что это тут у нас? Ё-моё. А тут у нас разруха, тлен и грусть. Сейчас вы увидите больше, чем я. Я не знаю, что оно снимаю. Увижу это только на монтаже. Ладно, пошли в ЖДЦ. Да, ребят, собственно, то, ради чего сюда и стоило ехать. ВЛ-22М. Живой. Не игрушка, не пустышка, не какой-то такой памятник, а самый настоящий 22-й. Сохранился, живет. Оба токоприемника, только вот какие-то смешные буферные ему повесили. А так, техника, ого-го, рукава, все есть, все еще смазано. Не так давно он отставлен. 1950 какой? 50-й или 56-й? Непонятно. Я напишу вам титром, какого года этот электровоз. Вот такая лють. Открытая ходовка. Кузов неохватывающего типа, то есть вся ходовка видна. Кузов опирается, значит, на две тележки. Первая тележка, вторая. Да, даже судя по нумерации, 4, 5, 6. Вторая телега. Опирается он через шкворень. Вот эта штука по центру, она обеспечивает перемещение тележки вокруг оси этого шкворня. Ну и такие вот типа скользуны.
Очень удобно осматривать всю эту ходовку. Пожалуйста, вам тяговый электродвигатель. Вот он, редуктор. Передает вращающий момент от тягового двигателя на колесную пару. Вот она, пожалуйста. Смазкой как пахнет. Конечно, живой VL22M увидать, это дорогого стоит, ребята. Это прям вообще, это фарт. Тележки сочлененные, то есть вот они соединены между собой. Грубо говоря, вся мощность, все вот это вот усилие от тяговых двигателей, оно передается на поезд и тянет поезд, ну или толкает, через раму тележки. Кузов это так, просто, знаете, коробок сверху накинули. Основные усилия, они все здесь. Буксы, естественно, челюстные. Что это значит? Вот у нас букса, она зажата в челюсти. Вот с одной стороны ее держит рама, и с другой. И букса, она вертикально немножко перемещается. Вот, собственно, подвешивание рессора. Вот это называется челюсти, когда с обеих сторон рама охватывает буксу. Дальнейшее развитие — это поводки. Вместо челюстей просто такие два поводочка, и с обеих сторон держит корпус буксы. Ой, заводская табличка Новочеркасского электроустроительного завода. И такие два зеркальца у деревянного окошка. И чисто такая, знаете, тема рудничная, тема промышленная. Это такие вот наверху козырьки, чтобы при погрузке, чтобы никакие камни не побили стекла. Что примечательно, спереди этого нет. Прожектора тоже не защищены. Вот такая вот техника, такой вот господин электровоз. Уникальность этой штуки просто зашкаливает. Но еще больше зашкаливает уникальностёметр вот от этого товарища VL23. Это второй в России рабочий вариант, второй и последний, потому что больше рабочих таких электровозов в стране нет. Только здесь и в депо «Орел». К сожалению, 22-й закрыт полностью. Я хрен знает, как туда попасть. Попробую показать кабину отсюда. Вот такой вот уже ставший позже классический контроллер. Места, сами видите, нет почти вообще. Большой кран 394 для управления тормозами всего поезда. Маленький 254 своячок. Рядом можно нажать, подать звуковые сигналы, применить пескоподачу. Ой, как же было бы интересно его показать изнутри нормально. Но, к сожалению, только так вот убираться приходится. Место рабочего помощника. Ты не забыл про перемычку? Не, не забыл. Куча калориферов, потому что они нужны. Представляете, электровоз едет, вот она, входная дверь. Продувает, все сифонит со страшной силой. И там за спиной помощника один из двух продольных коридоров вдоль боковых стенок. Там внутри расположено высоковольтное оборудование, компрессора. В общем, все, чем электровозик живет. Свободно осаживаем. Свободно осаживать, это все. Два мотора на одном моторе, главное. Да. Помогал?
А вот и ВЛ-23. Тут удобнее показать его с палубы его старшего брата. Уже более классическая такая компоновка кабины. Пожалуйста, контроллер, две рукоятки. В принципе, кабина и кабина. По центру огромный такой вот руль. Это ручной тормоз. Складное кресло помощника. И туда пошел проход в другую кабину. Да, печально видеть это состояние. Отдельно грустно, что поручни очень быстро ржавеют, если их не полировать трудовыми руками. К сожалению, это все очень быстро ветшает. Техника, она же любит, когда она работает. Привет! А когда она стоит, как вот этот вот снегоочиститель, очень похож на дрезину ДМ, тогда она вся хереет. Ох, кран-то какой. Там два крана обалденных. Ну, пойдем дальше смотреть. Ну, ВЛ-23. Дальнейшее, можно сказать, развитие. Тележки, в принципе, очень похожи, но тормозная рычажная передача немножко отличается. А в целом, да, рама практически такая же. Кузов уже совершенно другой. Уже классическая компоновка, что морда — это морда без всяких трапиков, без всяких там палуб. Эх, на палубе так было бы здорово поехать, а? Хотя бы на небольшой скорости. Романтика! Здесь-то романтики нет, здесь уже все. Классическая морда электровоза. Вот оно. Единственное, вот это вот снизу путеочиститель, он все-таки закреплен не на кузове, а на тележке. Поэтому вот такой вот вид. Морда одинаковая с электровозом ВЛ-8, а их называли в свою очередь череп. Ну, два глаза и вот они зубы. Как бы так. Эх, техника тоже очень широко использовалась. Массовое списание было аж в 1990-х годах. Ну и вот осталось, как я говорил, две машины. Это уже классический электровоз. Интересно, такой местный колхоз. Дворники связаны тягой, чтобы работали оба. Да, ребят, где мы еще такое с вами сможем увидеть? Где и когда? Ну, если только в музее в каком. Или здесь, в ЖДЦ БРУ, господи. А там уже выглядывают немцы. Пожалуйста. Это типичный представитель немецкой школы промышленного электровозостроения. Эти машины очень широко распространены в нашей стране, за ее пределами. Это классический немецкий электровоз. Вот я даже не знаю, что вам про него рассказать. Ну да, тоже как наш Old School. Имеет тележки сочлененные, кузов на них просто опирается. Но кабина расположена к центру. Обзорность, чтобы в обе стороны была, ну и для безопасности. По бокам два капота, так сказать, броня. И там расположены все аппараты электровоза. Вот. В принципе, обычно их два вида: ЕЛ-2, ЕЛ-21. Собственно, это ЕЛ-2 односекционный такой вот, а ЕЛ-21 вон там кокетливо выглядывает, мы его чуть попозже посмотрим. В принципе, машины унифицированы, тележки очень похожи, аппараты, я подозреваю, вообще все одно и то же. Что интересно, имеет два токоприемника, как вот именно центральных токоприемника. И вот эта вот лыжа такая, это боковой. С каждой стороны установлен по такому боковому токоприемнику. Он как рука выкидывается вправо и пружинками поджимается, касаясь боковой контактной подвески, которую мы с вами видели уже у электровоза. Номер, конечно, красивый, 3 тройки. И что интересно, сохранилась заводская табличка. Если те ребята закрыты, этот, наверное, тоже. Но хотя бы как-нибудь глянуть попробуем. Вот, пожалуйста, самое интересное
1960 год. Вот и считайте, сколько лет электровозу. Стекло настолько мутное, что кабину показать не представляется возможным. А жаль, местечко там есть. Здесь проходик, куча калориферов, контроллер такой с обмоткой какой-то вот на нем для удобства, для тактильных удовольствий. И у него прикольно, у него еще ручка такая откидывается, типа как лентяйка у фуры, у дальнобойщика. Но вот как-то так. Сидуха уже похожа от какой-то автомашины. Не влезай, убьет. Но здесь сложно влезть, потому что стоят такие вот заграждения. В принципе, они свою задачу выполняют. Но мы туда и не полезем, как бы. Мы же не знаем фактически, есть там напряжение в контактном проводе или нет. Мы посмотрим вот на боковой токоприемник. С другой стороны, другой токоприемник. Мне, как человеку далекому от карьерной техники, это в диковинку. Это необычный аппарат вообще, удивительный. Классическая такая кастрюля, такая банка прожектора, и вот выглядывает обычный токоприемник. Вот такой вот вид у машиниста. Классно выглядит, честно говоря, мне нравится. Эстетически это, я считаю, красиво. А следом идет целый снегоочиститель. Так, мне кажется, эти два электровоза на постоянку с этим работают. Ну да, смотрите, соединено все в поезд. Дело в том, что такие снегоочистители, они очень энергоемкие. Там, значит, стоит центробежный вентилятор, и его приводит в вращение двигатель. Как правило, это тяговый двигатель. И эта штука с сильнейшим потоком воздуха выдувает снег с путей. Вот такая вот воздуходувка. Выдувает она сильно, даже бывает щебенка отлетает в задевавшегося прохожего. Поэтому не ходите рядом с железной дорогой, друзья. Поберегите себя. И вот еще один EL2. Очень надеюсь, что я не перепутал. Это действительно EL2. Такая вот техника стоит. Тоже табличка. А вот этот товарищ, 390 номер, уже 1963 года. Германская Демократическая Республика, ГДР. А вот так выглядит основное здание железнодорожного цеха. Ну, о чем свидетельствует аббревиатура ЖДЦ, которая ставится на подвижном составе. Продолжим его осматривать. Вот это электровоз ЕЛ-21. От ЕЛ-2 чем отличается? А он двухсекционный, правда, на 3 тележках. Очень интересное решение, прям элегантно, я бы сказал, что на среднюю тележку опираются обе секции. Сложно представить, как это кинематически было реализовано, но факт остается фактом. 2 тележки крайние, 1 тележка средняя. Ну вот как-то так это выглядит. В суфле уже тряпка гнилая, но все остальное выглядит, ну, по местным меркам вполне себе бодренько. Номер 5, тоже боковой токоприемник, он торчит. Все уже ржавеет, к сожалению, да. К сожалению, имеем, что имеем. Вот такой вот красавец электровоз. Все-таки есть в этой технике какая-то своя эстетика, вы не находите? А у него 2 боковых токоприемника здесь, как рагули такие. Очень необычно. А по центру прожектора, видите, антенна на радиостанцию похожа. Ох, красивая, годная техника. Электровозец тоже не самый новый. Согласно заводской табличке, 1981 года. Сделано в Германской Демократической Республике, ГДР. И еще там 2 дружочка за ним стоят, таких же товарищей. Этот за номером 017. Интересно, у этого какие красные, выпуклые, как плафончики. А у этого немножечко отличается. Ой, морды-то какие, класс. Все с жоксами. Неужели они еще и по СМИ работают? Красотень, конечно. Башмачки тормозные, что интересно, в зеленый покрашены, в отличие от красных РЖДшных. Тут вот такой товарищ польской, видимо. Тоже какие-то, значит, гербы повешены. Шрифт такой вот с тенью. Очень красиво, здорово, когда люди радеют своей работой и придают технике, ну, некую уникальность, что ли. Какую-то такую свою самобытность. Выглядит это, конечно, очень круто. 81 год. Сделано в ГДР.
Жалко, что никого нет, жалко, что все закрыто. Поэтому так, знаете, как в музее в каком-то. Походим, посмотрим на такую технику, которую больше и не знаю, где вот так вот можно в относительно открытом доступе-то найти. 11-й. Тоже красавец. ЛЕВ – это аббревиатура завода-изготовителя. Тоже герба советские висят. Очень интересно, как тормозной цилиндр расположен. Посмотрите, вертикально вниз выход штока, и вот таким коромыслом идет воздействие на тормозную рычажную передачу. А этот тоже 81-го года. Вы посмотрите. Все прям ровесники ребята стоят. Да, техника. Целый бак масла. ЕЛ-21. Да, не перепутал. Все-таки 21-й. Целая вереница их тут стоит. А теперь предлагаю полюбоваться специальным подвижным составом. Вот, например, вот этот вот огромный кран называется ЕДК-300. И это тоже немец. Это немецкая техника, так же, как и электровозы, которые мы только что посмотрели. Вот, например, даже на крышке буксы написано Коленлагер. Вот так вот. Оригиналь. Таких кранов здесь, я так понял, 2. Второй стоит чуть дальше. Техника очень интересная, техника очень необычная. Кран такой мощный. В РЖД такие, насколько я знаю, до сих пор, ну или не такие, но и очень на них похожие. До сих пор они стоят на вооружении в восстановительных поездах. То есть он поднимает много. Ну, собственно, ребят, 60 тонн, я думаю, это вообще-то показатель. Очень интересно, как у него кабина расположена прямо по центру стрелы. И вот его табличка. А давайте зайдем да посмотрим поближе. Ну вот она. Полюбуйтесь. 69-го года. ЕДК-300. Ага, тут тоже какой-то указатель. Кран с опорами. Ага. И такая скромная кабина. Все здесь закрыто, ничего не посмотреть. Ну, как бы то ни было, подъем опускание. Вот такой вот, значит, маленький руль. Там даже по немецким табличках написано. Сидуха тоже не самая такая приятная. Ну и пульт управления. Кнопочки, индикаторы, тумблера, рукоятки. И даже такая маленькая аптечка для техники с ключиками гаечными. В паре с краном работает платформа с очень интересной старой тележкой. Такая комбинированная система подвешивания, винтовые и листовые пружины. Не часто такое можно встретить. Ну и, конечно же, подшипники скольжения. Куда же без них. Выглядит все вполне себе олдскульно, как будто тендер старого американского какого-нибудь паровоза, к примеру, из фильмов про Дикий Запад. Следующий у нас идет платформа с каким-то странным содержанием. Похоже на какой-то энергоблок, что ли. И автоматриса АГМ-У за номером 12991. Номер какой-то нереальный, если честно. Она используется для ремонта контактной сети. Вот видите, здесь такая вот вышка. И с этой вышки можно дотянуться до контактного провода, чтобы провести какие-то ремонты. АГМ-ка это тоже уже зверь достаточно редкий. Мало где она используется. Ну а здесь еще вот существует. Что интересно, у нее кран со стрелой есть. И, судя по всему, вполне себе рабочий, надо сказать. Если не ошибаюсь, она вообще приводится в движение автомобильным двигателем, а вот этот маленький капотик это для радиатора. Ну, в принципе, в те года делались те же самые автоматрисы АС-1А. Она тоже фактически газон, поставленный на железнодорожный ход и с таким вот кузовком вагонного типа. Не исключаю, что здесь нечто подобное. Все-таки она рассчитана больше для проведения каких-то работ, чем для вождения поездов. Еще один лютый мощный кран. ЕДК-300. В принципе, два таких крана могут запросто поднять электровоз, ну, то есть как бы в легкую. Вполне возможно, здесь такой импровизированный восстановительный поезд из этих кранов с платформами и состоит. А эксплуатируются они постоянно с платформами. Ну, а куда стрелу класть? Случается так, что происходит сход подвижного состава. А как его ставить на рельсы? Вот такими двумя кранами. А тут, кажется, едет тепловоз, друзья.
Темка возвращается на базу. Посмотрим, что приходит на смену нашим красавцам-электровозам. Такая красота, друзья. Ну а завершает композицию снегоочиститель из очень-очень старой дрезины ДМ или ДМС. Я даже не помню, как она называется. Тоже краснокнижный зверь на самом-то деле. Да, как будто основание для крана. Так интересно. В общем, это же местная модернизация, чтобы этот снегоочиститель мог поворачиваться вокруг своей оси. Крутотень. Ну, видимо, он очень давно не используется, потому что он просто стал частью тупика. Такая вот щетка металлическая. Вот. В принципе, являясь частью тупиковой призмы, эта подвижная единица может выступать в роли отбойника. Вот как-то так, чем она, собственно, по ходу и является. А мы с вами идем, охотимся на темку. Вот она, красавица. Современность ЖД-цеха. Выполнила работы, возвращается на базу. Давайте посмотрим на современную составляющую. Может, нам еще что-то расскажут. Как вкусно дизелем пахнуло. Класс. В принципе, такими тепловозами был построен БАМ в Советском Союзе. Это наш ответ тепловозам ЧМ-3. Эта техника очень широко распространена. Да где она только не ездит. В Союзе и за его пределами. Этот вообще древний, 386. У них, правда, там нумерация какая-то вообще дикая. Просто неадекватная. Там черт ногу сломит. Тепловоз старый. Видите, еще на паровозный манер наверху там такие стеклышки. Вверху кабины. Вон видны, над капотиком. Это он еще унаследовал от американского предка. Тепловоза ДА, завода Алко. Они нам поставлялись по ленд-лизу, мы их скопировали и сделали ТМ-1. Ну а потом, как дальнейшее развитие, тепловоз ТМ-2. И вот мы в ЖДЦ. Классика жанра, шестерка, ТГМ-6Д. Его еще называют носатый из-за вот этого малого капота. Тоже очень удачная модель тепловоза. Много где применяется. Глушит. Оп. И заглушили. Да, это уже чисто промышленные ребята. Шестерочки и, конечно же, ТГМ-4Б. Ну куда же без четверки-то? Это та самая, можно сказать, скрепа по ПЖТ, на чем все держится. Вот четверка, шестерка. ТЭМ-2, вот этот вот здоровый, это скорее исключение из правил, потому что он более сложной конструкции. Он приводится в движение тяговыми двигателями. Соответственно, тут под капотом дизель-генераторная установка. Сложно. Здесь все намного проще. Гидропередача, так же, как и на узкоколейных тепловозах, гидравлика. Чем проще, тем она надежнее. За счет этого во многом эти тепловозы и вывозят, как бы это каламбурно не звучало. Ну, что четверка, что шестерка. Это классика воплоти, ребята. Ну-ка, показать хоть ребятам, как дизель выглядит Темкин. Вот как-то так. Аромат горячий, теплый. Пахнет солярой и маслом. Вот. Чмуха была даже. Даже чмуха была? Да, но в аренде, это тоже в аренде. Ага. Да, солярки раз хорошо слили. В Златоусте? Но мы не знали, что такие дела у них. Отправили без бригады. Ага. Тепловоз. А потом вот мы там как в командировках жили и в дороге, и ночевали там. За местные охранники. Ага. А там все местные сами на дизельных машинах ездят. Это Техпром, ну не знаю, как точно организация. Ну, она вот в аренду сдает тепловоз. Ага. А все ремонтные работы, ну как все, не все. У нас тоже депо. У нас очень хорошее депо, я бы сказал. Но нету какого-то клейма. А без клейма не выпускают на РЖД. Ага. Ремонт-то мы делаем. А когда что серьезно, ну как вот в аренде, они приезжают, меняют сами там. А такое тут
У нас тоже тепловозников-то хватает. Ага. Все специалисты даже турбину перебирали. О, На ремонт как. турбину отправили. Что-то пришла, нифига не сделали. Купили после ремонта другую. Тоже не пошла. Наши умельцы с двух одну все-таки собрали. А турбина это, ну, мне кажется, там серьезно. А вот это что, это влагоотделители какие-то? Это фильтра. Ага. Топливные, масляные. Там грубые, да какой чистки. Ага, понятно. А генератор ближе к кабине стоит у него? Генератор хороший тут. Он Кто вы такие? Ты пока снимай, а то потом некогда будет. Я понял. А что, там темок нет в Москве? Че? Темок нет в Москве? Таких старых нет. Ой, 69. Да темка это ладно, там у вас техника поинтереснее стоит. Давай снимай. Ну, в общем, вот так вот. У всех положение. Тепловоз обтирают после работы. Ну, давайте быстренько кабинку глянем. Парень какой-то молодой. Снимай. Old school. Вот. Нас поймали. Это охрану? Он говорит, это Охрану, отлично. блогер какой-то. Вот я его держу здесь. Да. Делай. Нас держат. Пока держат, нам дали карт-бланш. Вот смотрите, какая она. Уютная. Уютная. Да я сейчас сам уйду уже. Да, путешествуй, блогер. В общем, такая вот уютная кабина, ребят. Часы какие, как Монтана. Охране сдам. Old school. Ай, Или прекращай, иди, или охрану. все, я пошел тогда. Все, иди. Все, ребят, нас прогоняют. Да. Сними. Вот так снимай. А я и так потихоньку. А Васька слушает, да ест. Ребят, пока мы покидаем территорию срочно, тут проходим мимо АГМок. Вы посмотрите, какие они старенькие. И еще, значит, одна это транспортная, а вторая для обслуживания контактной сети. Раритетища. Все, идем, бежим. Короче, ребят, лютый раритет. Нам просто повезло их увидеть. Просто повезло. Дуракам, как известно, везет. Ну все, я пошел. Все, давай. Ну все, счастливо. Удачи. А то охрану вызови. Ага. А у вас выход там туда и туда? Иди, все, прямо иди. Ага. Ой, ребят, вот такое вот безумие порой творится. Особенно весело, когда ты это делаешь все в наглую. И прям многое мы с вами посмотрели. С людьми пообщались. Жалко, конечно, что электровозы вживую не посмотрели. Ну, тут уж, ну что поделать? Ничего не поделать. Успели мы их увидеть. Вон они стоят, красавцы. Конечно, хотелось бы сказать, вот, мол, как долго они еще будут в работе, бла-бла-бла. Надеюсь, долго они будут в работе. Хочется верить, что предприятие будет давать на гора востребованную породу. Блин, ну как же красиво, а? И еще долгое время останется на плаву. Железнодорожный цех и люди, работающие в нем, вот такие ребята, все молодцы. Вам же спасибо большое за просмотр. Надеюсь, это видео было интересно и понравилось. Мы увидели много нового, пообщались с интересными людьми. Так, ух ты! Вот это да! Отличное место, чтобы закончить. Вам, друзья, всем желаю любви и мира. Всем пока!